Всем огромный привет, меня зовут Алена. На моем канале вы можете найти видео разной тематики, и сегодня у нас бантики для девочек. Ну и тем более, что мне нравится работать с лентами, с какими-то детскими украшениями, так как у меня дочка. Я думаю, если у вас девочка, вы тоже меня понимаете. И сегодня я хочу вам показать один для меня новый материал, это бабочки. Бабочки, которые я как-то видела на просторах интернета, и в итоге они мне попались на глаза, я их заказала, и они ко мне приехали. Заодно сегодня с вами сделаем вот такую резинку с бабочкой. Много бантиков, это уже как хотите, можете сделать сами, придумать, выдумывать. Я покажу вам, как я делала самый простой бантик. Также у меня мои бабочки хранятся вот в такой папке. Я заказала один набор бабочек с Алиэкспресс, и мне почему-то пришло их два. Может, я перепутала, или же один набор положили в подарок. Так вот, в наборе много вот таких бабочек, и сейчас я поподробнее вам их покажу и о них расскажу. Вот в такой упаковке приходят сами бабочки. Мне, как я сказала, положили таких две упаковки. Надо, кстати, проверить. Может, я все-таки ошиблась. С обратной стороны на упаковке картинки, как используют эти бабочки. И скажу одно. Такие бабочки используют для декора помещения. Особенно обклеивать стены, шкафы. Я видела, кому что придет больше в голову. Они вот такие пластиковые, хорошо отделяется от основы. Я, как сказала, заказывала их на Алиэкспресс, их там огромный-огромный выбор. Я укажу, конечно, ссылку именно там, где заказывала я. Вы же можете смотреть, выбирать то, что больше нравится вам, и любого продавца, который устраивает вас. На одном таком листе, по-моему, их 18 штук, и они разного размера, и большие, и маленькие. Мне нравится также, что они двух цветов, это белые и черные. На крылышках некоторых есть даже немножко блесток, не совсем сильно они видны, но все-таки заметны. Очень хорошего качества, храню я их уже в раздельном виде, мне кажется, так удобнее. А теперь давайте к самой резинке. Буду использовать эко-кожу, можете использовать также глиттерный фоамиран или любой другой материал. Вырезала шаблон, ссылку на шаблон я оставлю в описании к этому видео. Также все ссылки на шаблоны вы можете найти как в моей группе ВКонтакте, так же и в отдельном инстаграме. Ссылка тоже будет снизу. Ну и решила еще использовать для своего бантика два цвета репсовой ленты. Одна шириной 2,5 см, вторая 4 см. Зеленую ленту 19 см, а бежевая у меня оказалась размером где-то 18-18,5 см. Но я указала ее меньше, так как думаю, что 17 см вполне будет достаточно. Затем складываем ленту пополам, края загибаем к середине и прошиваем. Делаем самый простой бантик. С зеленой лентой мы делаем все то же самое. Можно также не использовать и репсовую ленту для бантика. Я решила сделать свой бантик более пышным. Вы же уже выбирайте, как хотите сделать именно вы. Но я думаю, если эти бабочки также приклеить просто на саму заколку, не дополняя ничего, тоже будет интересно смотреться. Особенно у детей на волосах любое украшение смотрится настолько красиво, что пройти мимо, когда я вижу в магазинах даже готовые изделия, я не могу.
Все наши детальки готовы. Не забудьте кожзам обпалить зажигалкой, чтобы у вас не висели ниточки. И теперь начинаем собирать. Склеивать между собой я буду все термоклеем. Для меня это самый удобный вариант. Я всегда это говорила и буду говорить. Но вы уже смотрите сами, кто какой клей использует. Многие не используют вообще термоклей, используют обычный суперклей и только иголки и нитки. Клеиваем бантик и начинаем собирать самых наших больших элементов. Все хорошенечко склеиваем между собой. Делайте все аккуратно, чтобы у вас нигде ничего не висело и не торчали сами ниточки или же не висел горячий клей. Делайте свои работы очень аккуратно. И вот то, о чем я говорила. Бежевую ленту можно было взять покороче, поэтому на шаблоне я указала 17 сантиметров. Мне кажется, если будет она меньше, сам бантик меньше, будет выглядеть как-то получше, мне кажется. Я уже не меняла ничего, поэтому использую так. Также готовый бантик вы уже можете приклеивать как на ободок, так и на резинку. Беру самую простую резинку, я ее приклеиваю и закрепляю все тоненькой атласной лентой. Я, кстати, себе купила моток тонкой атласной ленты, такого нейтрального бежевого цвета, для того, чтобы закреплять свои изделия более надежно. Поэтому наносим клей и приклеиваем хорошенечко к нашей резинке, закрепляя лентой. Таким образом, если у вас даже где-то немножко не будет держать клей, ваш ребенок не потеряет сам бантик с резинки. Держаться будет надежней, и если потеряет, то уж целую резинку. Приклеиваю и срезаю лишнее. И уже после того, как я сделала почти полностью свой бантик, я буду приклеивать саму бабочку. Имейте в виду, что сама бабочка, она из пластика, поэтому горячий клей лучше нанести и совсем пару секунд подождать, чтобы она не расплавилась. И для того, чтобы, как я говорила, наша бабочка держалась тоже надежнее, вы можете ее приклеить как просто. Я же срезаю немножко тельца нашей бабочки и приклеиваю. И уже сверху все хорошенько закреплять я буду полоской эко-кожи. Тоже ее опаливаю по краям. Она у меня приблизительно 5-7 мм. И уже после этого я все хорошенько закрепляю. Я думаю, теперь мой бантик надежно будет держаться на резинке. Очень мне нравятся эти бабочки в работе и как они смотрятся. Ну а также, если вам нравится видео с резинками-заколками, ставьте обязательно лайк, пишите в комментариях, буду что-то придумывать еще, находить какие-то новые материалы для нашего с вами любимого творчества. Также, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!